Devil May Cry 5 — это квинтэссенция всех частей, и боже, насколько же она божественна. Я прошла первые 3 и пока что не прошла 4, но в скором времени наверстаю это упущение. 5-ю часть я ждала очень и очень долго, то платину, то Рагнарёк, и вот наконец я ее прошла. Понравилось? Да. Лучшая часть из всех, в которую я играла. Самая красивая, самая эффектная, и Данте. Данте здесь мужчина мечты. Такие игры, как DMS и Bayonetta, отличаются от других тем, что они демонстрируют пафос самым открытым способом, и при этом это не выглядит комично. Наоборот, круто! Devil May Cry не только про противостояние двух братьев и сентиментальность Данте, Devil May Cry 5, а особенно 5-я, про спецэффекты и комбо. Это одна из немногих игр в моей жизни, которая не требует от тебя полного включения в сюжет. Он на поверхности, однако фандом ты будешь читать точно, так как не все ключевые моменты показаны в играх. Есть еще манга и аниме. Глубокий сюжет, драма и слезки. Именно в 5-й части эти слова относятся лишь к названию и не более, в отличие от 1-й, где Данте был дико серьезный и говорил не в бровь, а в глаз. Здесь же ему не дали каких-то душещипательных диалогов, однако пафос игра не потеряла. Люблю слэшеры. Они дают тебе возможность отдохнуть, и чаще всего именно в слэшерах самые красивые бои за счет того, что кат-сцены, какими бы они ни были, не затмевают главную работу студии, игровой процесс. И именно в слэшерах все заточено конкретно под него. Мы играем за нескольких героев, и все они красивые мужчины. Хотя Ви на любителя, но именно за Ви мне понравилось играть больше всего. Несмотря на то, что он сам не наносит урона, кроме добивающего удара, его животными легко управлять в бою, и он получается поистине красивым. Полет тоже именно у Ви сделан более оригинально за счет птицы, которая доставляет нашего худенького Ви из пункта А в пункт Б. Я принципиально начала играть на самом-самом легком уровне, дабы с него уже прочувствовать разницу между первым уровнем и самым последним 6-м. Я даже боюсь представить, что меня там ждет. Предвкушая вопрос про платину, а то меня уже начали спрашивать, буду ли я ее выбивать. Нет, в данном случае это действительно какое-то насилие, особенно набить все эски на всех уровнях сложности. Возможно, до 4-го я продержусь, а дальше, ребят, мне бы добить платину в Секиро, а потом уже думать, куда идти дальше. Так что DMS 5 для меня это просто отдых и получение удовольствия без страданий. Пока что. Сама концепция слэшера сильно отличается от других игр. Во-первых, чаще всего на легких уровнях слэшеры по длительности самые короткие. Здесь вся информация выдается сжато и по делу. И то, например, Ви даже успевал читать какие-то строки. Однако, по сути, нам выдают самые главные моменты, чтобы не было сильных сюжетных дыр. А уже уклон делают на шутки и боевой системе. Здесь все завязано на ней. Чтобы быть более прокачанным, нужно открывать новые приемы, их очень и очень много. И заточены под каждого персонажа отдельно. Из всех 3 джентльменов в бою на ближней дистанции, конечно же, мне понравился Данте. Данте именно в 5-й части для меня стал идеалом мужчины. И я, по сути, только из-за него и хотела поиграть. Многим нравится Вергилий, но я вообще не впечатлилась ни как внешностью, ни историей. Данте мне нравится больше. Он позитивный, добрый и при этом крайне ответственный. И за братом пошел, и Триш спас. И вот этот момент... Whoa, looks like I took in a little too much. You okay? Господи, я бы в рабство ему продалась после такого. Насколько же как мужчина он потрясающий. Но вас же интересует не это, к сожалению. И, кстати, ему 46 лет. Идеальный возраст. Как вы уже знаете, вся серия Devil May Cry базируется на оценочной системе. Время и оценка боевых навыков. Это как раз те самые буквы, и здесь имеет наименование боевой режим. Всего 7 видов рейтинга, такие как D, C, B, A, S, 2S, 3S. Унылый, безумный, крутой, апокалиптический, жестокий, извращенный стиль и, самое главное, 3S, чадящий сексуальный стиль. 3S — это то, к чему все и стремятся, и получить их не так просто, как кажется. Рейтинг складывается из комбо-ударов и добиваний, а также из вообще любых ударов и переходят в очки. Однако, если сжать всего 2 кнопки, то много очков вы не наберете, а именно 4000. Во время боя появляются мини-кат-сцены, где персонажи выглядят еще более эпично, чем обычно, и это тоже добавляют очки. Пользоваться можно и нужно всем. Однако, если вы Джеки Чан и Брюс Ли в одном лице, то вы без труда набьете нужное количество очков и получите чадящий сексуальный стиль. Почему он сексуальный, так и непонятно. Хотя я скажу точно, вся игра пропитана тестостероном и флюиды витают в воздухе. Женские персонажи DMS 5 прорисованы на высоте, но мальчики здесь интереснее, ведь именно они являются героями событий. В какой-то момент, а именно через часов 5, тебе понемногу надоедают кишочки и демонические внутренности. И нас перебрасывают на другие локации по типу подземного метро и зданий.
И таким образом мы не устаем от однообразия, и это не та игра, где ты будешь придираться к каждой стене и пытаться найти какой-либо изъян. Ведь все удовольствие ты будешь получать именно в бою, в кат-сценах, а не в дотошном изучении каждого пятна на стене. С фоторежимом возникли проблемы. Я на самом деле искренне не понимаю, зачем при съемке обязательно нужно было влепить текст внизу снимка. Будто без него кадр не получится, и постоянно приходится то резать скриншот, то использовать магические манипуляции. Это крайне неудобно. Локация Уризена напомнила мне сцены из Берсерка, а именно место с апостолами. Именно фиолетовые и красные цвета почему-то перенесли меня к Берсергу, хотя по сути, что там кишочки, что там. DMS5, помимо того, что оставляет нам пространство для размышлений, так еще и оставила открытую концовку, благодаря которой мы можем рассчитывать на новую часть. На что, конечно же, я надеюсь, ведь приключения противостояния братьев — это бесконечный процесс и далеко не самый важный. В истории Данте переплетаются разные судьбы. То Нейра придет, то Триш появится, то Леди станет интересным персонажем, то Ви. И таким образом мы постоянно пересекаемся с разными персонажами и их историей. Поэтому братья отходят на второй план до последней главы. Именно она показывает всю крутость серии игр Devil May Cry с ее тонкой, изящной спецификой и спецэффектами. Люблю, когда все светится и показана красивая боевая система. Какое же это искусство показать бой не просто как какой-то сухой молотилкой, а добавить в него огня. И благодаря причудам в виде белой шляпы или же перевоплощения в демона, если играем за Данте, и все эти яркие кружочки, выстрелы и замах меча дополняют бой и делают его поистине интересным. Я бы сказала, что слэшеры по боевой системе являются неким подобием конструктора, потому что ты сам являешься создателем своего уникального боевого стиля. И этим Devil May Cry становится еще интереснее. К моему большому сожалению, я не могу ответить на вопрос, почему слэшеры в духе Bayonetta и DMS не получают дикой популярности, хотя они определенно являются некой острой специей для блюда под названием игровая индустрия. Они, понимаете, не такие, как все. Вроде бы и серьезно воспринимать такие игры не будешь, а вроде бы именно в них можно прочувствовать то самое удовольствие от боя. Из всех самых лучших слэшеров я, конечно же, на первое место поставлю третий God of War. Это точно. А на второй уже пятый Devil May Cry. И на третий пока Bayonetta, так как я ее начала, первую часть, но не допрошла. Но по красоте и приливу тестостерона только DMS5 и именно Данте. Боже, ребят, вы не понимаете. Я когда играла, то обещала как пятиклассница от счастья. Как же он мне нравится. Подарите мне, пожалуйста, такого на Новый год. Докопаться тут не к чему, кроме одной незначительной детали. Виргилий и Данте — это братья-близнецы, то есть у них должна быть одна модель лица. Однако модели, которые были образцом для персонажей, разные. Это немного странно, но создает какой-то особый шарм. Всегда было непонятно, почему Данте выглядит намного старше, чем Виргилий. Виргилию, максимум лет 30, а то и 28 на вид. В то время как Данте все 40 и тем более 46. Очень странно, но поверьте, это скорее придирка, чем действительно какая-то супер неточность, которая сильно напрягает во время игры. Здесь не к чему придраться, как бы ты ни старался, как бы ни искал. DMS5 идеально. Своей графикой, проработкой персонажей и в особенности боевой системой, которую можно крутить и вертеть как хочешь. Я сделала огромную ошибку, посчитав, что тут какой-то очень серьезный и глубокий сюжет, и тем самым сильно затруднила себе прохождение. Мне казалось, что Виргилий хочет получить пауа ради какой-то великой цели, и его мотивейшн сродни с Иисусом, а на деле это всего лишь такая поверхностная история, которая как раз-таки именно реализована идеально. Я вообще не играю в игры, которые мне не нравятся. И это было бы странно, если бы я пыталась придираться ко всему на свете. Но правда, друзья, здесь нет минусов. Это слэшер. Слэшер вот такой, с кучей мобов, непонятных и понятных боссов, приемами и рейтингом. В этом и есть суть слэшера. Драться. Кровища, кишочки, букашки, таракашки, демоны и постоянные бои. Если вы не фанат дробительной системы, то вся серия DMS, она не для вас. Это нормально, ведь каждый выбирает то, что хочет. Но для меня, для любителя бессмысленных битв, это трюфель из мира видеоигр. И, конечно же, ребята, если бы не Данте, такой потрясающий, красивый, брутальный, харизматичный, обаятельный, сильный, смелый и 40-летний, Виргилий для меня слишком сладенький. И когда я это сказала, мне прилетело от зрителей, что, мол, как он может быть сладеньким, он не сладенький. Да, он
сладенький, как тирамису, на которое вылили шоколадный фонтан. Хотя, признаю, именно его отточенные приемы вызывают уважение больше, чем у Данте. Данте горячий мужчина, и его движения в бою слишком грубые, в то время как у Вергилия они точные и медленные. Эдакий танец льда и огня, который не заканчивается вот уже 5 игр. Почти 5, по сути, меньше, ведь не во всех Вергилий либо был, либо его было очень мало. Devil May Cry — это не просто слэшер, а слэшер с нотками юмора, пафоса и доброты, ведь название переводится как «демон умеет плакать», и именно об этом в каждой части нам напоминают. Можно подойти к вопросу из философской точки зрения и сказать, что в каждом из нас есть демоническая сторона и человеческая. Однако Devil May Cry не просто про философию, он про оценки, power и motivation.